Привет, народ! К радости всего интернет-сообщества хозяева все-таки нашли общий язык с дядюшкой Гарри и решили, хозяйку, нашу молодую красавицу, умницу, убедили, что это черновой вид камина, и что отделка скрасит все, сделает все уклоны, какие надо. Пришел отделочник и убедил ее. Поэтому дядюшка Гарри взял себе тройной отпуск на 3 дня и ничего, как говорится, не стал разбирать, все само устаканилось. Но теперь он уже так наложил, что непонятно. Но я попытаюсь сейчас у Слайка взять, показать внутреннюю часть камина. То есть там зуб и дымосборник. Вот так идет зуб, вот так плоский дымосборник. Сейчас я попытаюсь внутри и снаружи показать, но камера этого, конечно же, не покажет. Там очень узко. Короче, эпопея с камином продолжается. Он не умер, он будет жить. С отделкой вы его не увидите, потому что дом будет отделываться потом. Нас тут уже не будет. Ну давайте я поближе покажу. Алло, я слушаю. О, слышите, дядя Гарри разговаривает, а сниматься не хочет. Ну вот смотрите. Сейчас попытаюсь показать вам изнутри. Ой, блин, не хватит камеры, короче. Короче, камин. Сужается зуб, сужается. И вот, блин, сейчас. Сейчас я попытаюсь фонариком телефона подсветить. Вот. Блин, ничего не видно. Вот, видите? Дымосборник. Вот он. А вон зуб сужался, и видите, до сужения дошел. Вон. О, Слайк, подсвети тоже. Вдвоем давай подсветим. Вот покажем людям. Ну вот, сужение зуба. Вон, видите, зуб сужается под углом, наверное, градусов 60. И вон такая щель, и сверху дымосборник. Так называют это Гарик, не знаю, правильно называть, неправильно. Ну, снаружи тут все понятно. Это просто, это все, оказывается, будет не лицевое. Вся эта арка, все будет облицовываться. И даже то, что шамотным кирпичом, тоже будет облицовываться. Я этого не знал, так не каминчик. То есть и шамотный кирпич, и черновой будет облицовываться. Когда Гарик дойдет до трубы, мы покажем. Гарик не хочет сниматься, потому что говорит, что тут показывать, черновой камин, тут качество не покажешь. А мы заодно, кстати, пока тут на объекте покажем, что делали сегодня мы ради скуки. А мы сегодня веселились. Заливали черновую отмостку, которая сверху будет покрываться тротуарной плиткой. Поэтому в ней нет демпферов. Она сама треснет, где ей хочется. Да и все. Поэтому нет демпфера между ней и этим. Кстати, сегодня нам весело было. Сегодня перемерзла у нас вода. Мы попрыгали вокруг нее, как те обезьяны вокруг пальмы. И она оттаяла к нам. Потом мы сегодня вот тут разводили теплую воду. И для бетона частично, и для кладки каменчики. Ну, как всегда, фигачили добавки. Хоть кто что не говорите, а эта латек добавка хорошая. Вот, в -6. Вот эта часть отмостки стояла -6, ни изморози, ничего нету. Ровненькая, трещин нету. Поэтому, я вам говорю, если делать все по рецепту, заводить водой, которая выше 0, нормально работают добавки. Просто читайте внимательно рецепт. Так что вот так я обойду. Не знаю, зачем я обхожу. Так просто собачка наша гавкает, как и гавкала. Перекрытие стоит. Набирает прошлость. Гарика не снимаем. Нет, не снимай я тебя. И вот так вот издалека камин смотрится. К сожалению, не показывает. Игорь мне сказал, что он может из кирпичины болгаркой морду льва вырезать. Там у него в тех фотках, которые он мне показывал, есть морда льва или другие там типа барельефа. Оказывается, он это размечает карандашом и вытирает болгаркой. Или как сказать правильно. Ну, короче, он художник, но скромный, не хочет сниматься. Все, всем спасибо, пока. Привет, с вами снова Владимир. Сегодня меня снимать некому, поэтому съемки будут без оператора. Ну, во-первых, покажу обзор на наши каменчики секретные, которых снимать нельзя. На лице черное, потом нарисую квадратик. Эркер начали класть. И я, кстати, удивляюсь, но почему-то наши стойки, вот я, слышите, дребезжат. Вообще не загружены. То есть 20 тонн бетона, 100 килограмм дядюшки Вовы и 5 тонн кирпича почему-то не набрали, как сказать, не загрузили стойку. Но всего-то прошло менее 2 недель.
от того момента, когда мы залили. Плюс хозяева сделали, не знаю, как это назвать, основание под навес для выносных частей крыши. Ну, короче, правильно не знаю, как назвать. Короче, из профильной трубы 100 на 100 основание под причал крыши. А мы в этим временем посмотрим, что там Игорь поналожил, понаклал, поналожил. Сейчас посмотрим. Ну, на данный момент, я смотрю, он закончил топку, вышел в трубу и соединил заготовку под трубу в нашем перекрытии с трубой камина. Сделал импровизированную шиберную заслонку, вот, из этой, не знаю, что-то она не двигается, из шпильки, гаек и шайб. Игорь, скажи, пожалуйста, это все, камин закончен? Черновой, да. Все, в черновую камин закончен. Все, теперь остальное, я не знаю, получится или нет, мы с этого объекта, считаю, уже ушли. Посмотрим, может быть, хозяева нас пустят, мы покажем, как камин будет с отделкой. Так что все благополучно завершилось, всем переживающим можно спокойно лечь спать. Игорь закончил работу, получит кучу бабла, хрен знает куда сложит. Ну, сложит куда-нибудь. Так вот. А, за бабло сказал, ничего не говорить. Он бесплатно работал, просто у него субботник был. Так вот, речь о чем? Вот пока мне концепция не совсем понятна, как вот это будет все преображаться, я не знаю. Но еще раз повторяю, я думаю, что после отделки весной мы тут все равно на этом объекте будем делать чистовые стяжки и прочую уже подсобную работу. И тогда мы и снимем все.